Давай вот это вот все мы вырезаем, да, теперь поехали. Не умеет правильно снимать баллоны с пенного пистолета, объясняю, как это делать. В гофре даже в 16-ю, если бы мы заткнули 70 кусков, это был бы вот такой кусок. Ну и, соответственно, это вообще чистый бред, это технологически невозможно. Это неадекваты. Нахера столько проводов, я не знаю, тут, блядь, Ну, сколько, 16 квадратов на 16 квадратов, тут 4 бухты провода. Это неадекваты вообще люди. Мы не берем, не выбрасываем ее и ставим что-то другое. То есть они обязательно должны стоять. Это обратные клапана. И тоже важный момент. То есть мы не можем обратный клапан. Чтобы она у вас никак не контактировала с вашими перекрытиями, допустим, это в монолитном доме, где у вас скрытые перекрытия, Чем отличается входная дверь именно дома от двери, которую ставят в подъезды? Здесь серия 4. Инженерка. Часть 1. Мы не смогли уложить всю инженерию в одну серию. Это невозможно. Потому что хронометраж и так растет. То есть, поэтому сегодня первая часть про инженерные конструкции и утепления. Поехали. Мы закончили электропроводку, и сейчас будет краткий обзор чернового этапа. Сразу хочу сказать, не пугайтесь, но в данном помещении, несмотря на то, что это всего лишь 16 квадратов по полу, мы уместили полноценный кабинет с 2 рабочими местами, мы уместили полноценную спальню с большим матрасом, мы уместили сюда полноценную кухню с духовым шкафом, холодильником и кучей другой периферии. В нашем доме есть насос для сливных стоков, который может качать на 80 метров. Мы сюда уместили полноценный бойлер 80 литров и полноценную, скажем так, развязку. Мы сюда уместили стиральную машину и сушильную машину. Мы сюда уместили теплый пол и очень современное освещение. В нашем доме есть инверторный кондиционер, есть встроенный пылесос, точка пылесоса на улице, чтобы можно было помыть машину и попылесосить, и врум. И, естественно, такое большое количество слаботочки бывает в очень малых проектах. Это полноценное, скажем так, диодное современнейшее освещение, которое удовлетворит любого самого изысканного любителя света, как, например, я. Выглядит это все вот так. А теперь подробнее о том, что мы сделали. На самом-то деле мы пошли по пути, грубо говоря, умного дома. То есть у нас нет распаек никаких, мы решили на этом не экономить, потому что здесь не так уж и много проводов получается. На самом-то деле до хера изодиодного освещения очень много. То есть диодка очень много сожрала. Но зато у нас все коммутируется в щите, и мы сможем четко посчитать все потребители, которые у нас есть. Making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Сразу хочу сказать привет всем электрикам, особенно тем, кто соблюдает ГОСТы и так далее. Мы тоже соблюдаем ГОСТы, нормы и прекрасно понимаем, что в наши все конструкции внутри, практически все, они там ГСП-3 или как они там, горючие материалы. И нужно использовать даже не гофру, а металлорукав. Но у нас по нашему дизайну, скажем так, внутреннему, у нас используется, мы решили не использовать распайки, мы решили все тянуть в щит цельными кабелями. И у нас получается больше 70 отрезков кабеля.
Соответственно, если бы мы захотели протянуть 70 в гофре, даже в 16, если бы мы заткнули 70 кусков, это был бы вот такой кусок. Ну и, соответственно, это вообще чистый бред, это технологически невозможно практически сделать. Возможно, но будет выглядеть просто ужас. Поскольку мы не будем никому его сдавать и так далее. И мы использовали очень дорогой ГОСТовский кабель, там все дела, ВВГ, НГЛС, там с последними этими буквами специальные, негорючие и так далее, в двойной изоляции. И большая часть освещения у нас слаботочная, то есть там на 24 вольта будет. Мы отказались намеренно от гофры, и больше хочу сказать, что мы провода даже, ну грубо говоря, оставляли в теле пены, да, чтобы они особо не касались к металлу. Ну хотя это маловозможно, но тем не менее. Вы можете много описать, все прекрасно понимают, особенно мастера, что в случае возгорания проводки от перенагрузки в принципе невозможно. Поскольку мы использовали ВВГ НГЛС, мы решили отказаться от гофры. Мы даже из-за нашей проводки, потому что мы решили пустить все по потолку, мы немножко приопустили от наших проектных значений потолок, чтобы вот здесь на перехлестой балке наши 15 мм провода спокойно могли пройти. Теоретически, единственное и самое страшное, что может случиться в нашем контейнере, это то, что залезут грызуны, да, допустим, мышь. Хотя я не представляю, как она там пролезет между всех вот этих вот железных как бы штук, но допустим это случится. И она должна прям пролезть, прогрызть провод, как-то там сделать какое-то гнездо и загореться, то есть и при этом должна не сработать автоматика. Ну, в общем, это шансы практически нулевые, что мы перегрузим, скажем так, как-то систему, и она у нас как-то загорится. То есть то, что так нельзя делать по ГОСТам, мы знаем прекрасно. Большое спасибо за ваши лестные комментарии. Также у нас присутствует точка доступа в интернет с усилителем сотовой сети, скажем так, и раздачей интернета в округе с усилением. Не знаю, как правильно это называется. И еще один лайфхак. Для того, чтобы закрепить провод временно или постоянно, мы использовали такую гидроизоляционную ленту, похожую очень на автомобильную звукоизоляцию. Делается точно так же. И все провода очень хорошо она держит к пеноплексу, к железу, к дереву, я думаю, тоже, к металлу. То есть вот таким способом мы много закрепили проводов, ну и уже продублировали хомутом, да, перфолентой. То есть вот эта, кстати, штука, даже крепят водяные трубы к полу гидроизоляции. Довольно-таки они держатся, 16-е, полноценные спекса трубы, так крепят. Поскольку мы использовали ВВГ НГЛС, мы решили отказаться от гофры. Мы даже из-за нашей проводки, потому что мы решили пустить все по потолку, мы немножко приопустили от наших проектных значений потолок, чтобы вот здесь на перехлестой балке наши 15 мм провода спокойно могли пройти. После того, как мы утеплили пол и крышу полистиролом, мы сделали пароизоляцию и зашили крышу. Мы сделали пароизоляцию крыши и зашили ее фанерой. С шагом профиль мы сделали 60 на 27, с шагом 40 сантиметров, и все зашили. Итак, попутно мы установили дверь. Дверь мы установили очень качественную, то есть мы установили не входную дверь подъездную, да, а мы установили именно входную дверь домашнюю. Дверь нам изготовила компания Jaguar, они по нашему Уралу 9005 покрасили ее. Толщина металла 2,5 мм, и все это покрашено полимерно-порошковой краской, то есть очень такая качественная история. Плюс дверь с двойным терморазрывом.
Что такое терморазрыв? Чем отличается входная дверь именно дома от двери, которую ставят в подъезды? Здесь присутствует двойной терморазрыв. То есть что это такое? Если даже первый холод ударяется в первую резинку, то до второй он точно не доходит. Здесь, скажем так, такая двойная четверть с двойным разрывом, причем резинки на них стоят разные. И поскольку места в нашем доме очень мало, задняя панель двери не имеет никакого глазка и полностью сделана из зеркала. Зеркало мы будем устанавливать в последующей части, после, так сказать, внутренней отделки, чтобы ничего не повредить. На данный момент сейчас стоит заглушка из МДФ. Замок на двери у нас стоит итальянского производителя, двухсистемный, и цилиндр с возможностью перекодирования, то есть можно менять ключи, бренда Mattura, Италия. Дверь была сразу рассчитана под вваривание. Когда приехали установщики, они спокойно ее вварили в наш проем. То есть приезжал замерщик, замерил, они сделали какие-то там, оставили проушины, приехали и очень быстро ее приварили, поставили на место. Уже приступили к монтажу каркаса в нашем доме. На каркас используем 60х27 профиля, направка сверху снизу, шаг через 416 мм, так как мы на обшивку стен будем использовать фанеру шириной 1250. Перед тем, как зашивать, мы утеплим наши стены, разведем все розетки, все провода в нужные места. Перегородку будем делать на сдвоенном каркасе. Каркас из направляющего профиля. Двойный каркас, почему? У нас здесь будут проходить все коммуникации. Будет санинасос стоять, будет канализационные трубы проходить. Здесь будет инсталляция у нас стоять. Сейчас делаем первый каркас, поставим всю инженерку, потом зашьем уже нужную нам толщину. Эту стенку, у нас Г-образная, эта стена у нас будет зашита на 10 профиле в один слой с фанерой внутри. Так как это мокрая зона, будем уже использовать материалы, которые дружат с водой, так скажем. Возможно, это будет аквапанель. Очень важно при монтаже перегородок, пристенных каркасов. Уже прикрутили направляющий и ставите в них профиль. Неважно, хоть это сейчас направка у меня в руках. Когда вы ставите профиль, обязательно после его монтажа возьмите и придавите его вниз. Уприте его в пол максимально плотно. Почему зазор нужен сверху? Я делаю 10 мм зазора. Чтобы после того, как вы прикрутили финишный материал, будь это гипсокартон, либо фанера, чтобы она у вас никак не контактировала с вашими перекрытиями, допустим, это в монолитном доме, где у вас плиты перекрытия, вы пристрелили направляющий, вставили эти профиля и крутите свой гипсокартон. У вас картон висит всей своей массой на этих профилях. И в моменте и положения на каркасе они давят вниз. Наверху между профилем и направляющей есть зазор. Сверху, как бы ваши соседи не прыгали, не грохотали, не топтали, нагрузка сверху никак не передастся на ваш финишный материал. Будет там покраска, будет там декоративка, будет еще что-то, неважно. У вас отдельный независимый каркас. И очень важно в этом случае не крепиться в направляющей ни сверху, ни снизу. Так как сверху начнется давление, и она сразу же передастся на ваш гипсокартон и все остальное. Затем между профилей мы поставили такие перемычки с подрозетниками, вытащили все провода, которые нам нужно, закрыли все малярным скотчем и приступили к утеплению. Немножко о современных шуруповертах и о труднодоступных местах. То есть, допустим, на данный момент, что мне нужно сделать? Мне нужно прикрутить
фанеру в таком месте, где у нас уже оконный профиль. То есть раньше мы не могли, потому что мы вначале устанавливаем окно, а потом подходим к нему потолком. У меня в руках FlexiClick V60 серия Heavy Duty, то есть для тяжелых задач. К этому шуруповерту идет 4 насадки. Это насадка перфоратор, они чуть-чуть позже. На данный момент мы используем стандартный патрон. Казалось бы, что в данный момент нужно использовать стандартную угловую насадку. Но если мы посмотрим, она немножко не достает, то есть мы упираемся, нам не хватает нескольких там миллиметров, скажем так, до корректного закручивания. Для этого случая есть эксцентриковая насадка, о ней мало кто знает, это обычно такие мебельные штуки, и до этого я не встречал такой насадки на инструменте такого класса. То есть это такое некое ноу-хау от Bosch. И смотрите, что происходит, то есть мы берем саморезы по ГВЛ и спокойно, абсолютно спокойно вкручиваем. Да, и еще один из лайфхаков. Мы всегда картон и фанеру, тем более, стараемся отбить шнуркой или начертить карандашом те места, куда нам нужно сверлить. Тогда получается более корректно, что ли, вкручивать саморезы. Хотя, в принципе, можно и так, но плюс ко всему у этого шуруповерта, поскольку этот шуруповерт мощный для сверления, у него есть такая функция Click Back Control, как-то так она называется. Что это такое? Это когда мы что-то сверлим, и мы раз немножко. Бывает, когда закусывает сверло, происходит вот такая вот история. Видите, вот он, короче, упал в защиту. То есть он не дает оператору вывернуть руки и, я думаю, экономит саму расходку. Сверлить нужно очень аккуратно, то есть он не даст перегрузить шуруповерт. Но также у него есть функция Bluetooth, это отдельная история, то есть мы можем посмотреть, сколько часов он работал, сколько раз его закусило, и регулировка света. Пока, конечно, это все в новинку, ноу-хау, но я думаю, что через пару-тройку лет это будет довольно-таки интересная история. Хотя даже сейчас очень удобно, когда у вас в одном приложении целая куча инструмента, и вы сразу по Bluetooth увидели, что было с этим инструментом. Если я не ошибаюсь, даже в лазерном инструменте там есть такая история, когда лазер падает, то мы видим, что он падал. Ну, довольно-таки интересно. Но самое интересное, что я ни у кого не видел, это такая насадка SDS Plus для сверления с буром. То есть она точно так же накручивается. Сейчас проверим. На ней стоит обычный бур в бетон. Еще? Рукой закрыл еще разочек. Я считаю, более чем круто. Для того, чтобы взять с собой... Конечно, это не сравнить по скорости с перфоратором, но, блин, это и не перфоратор. То есть у вас такой многофункциональный инструмент. На мой взгляд, имеет место быть в арсенале современного мастера. Утепление. Утепление у нас было следующим. Мы использовали, как я и говорил, на крышу и пол, мы использовали полистирол. В стены мы решили использовать пенный утеплитель. Мы долго спорили о данном материале, потому что у пенного утеплителя самый минимальный порог шума. Но поскольку у нас огромное количество всевозможных несущих элементов в теле нашего сэндвича, использовать туда что-то другое было крайне проблематично. Основное, почему мы решили использовать напыляемый утеплитель, это то, что у нас огромное количество перехлестов в самой структуре пирога. Мы использовали титан термоспрей. Сразу хочу сказать о нюансах работы с этим материалом. Мы начали утеплять наш дом. Утепляли мы его напыляемым утеплителем. Это термоспрей от Титан. Ну, прикольная штука. Она нам дала, кстати, большой очень плюс, о котором мы даже не думали на момент того, как мы выбирали утеплитель. То есть она нам дала жесткость дополнительную всей конструкции. Мы не ожидали такой жесткости, что она даст пенный утеплитель. То есть, смотрите, она прям плотная, то есть на разрыв она очень хорошо держит. Сейчас я вам покажу. Вот даже взять маленький кусок, который мы обрезали, то есть на разрыв он держит много. А 110 мм он прям еще больше будет держать, то есть жесткость прям космическая получается. Конкретно с этим материалом мы работали первый раз. Что мы сделали? Поскольку мы работаем
так сказать, в свободное от работы время. И это все-таки не такой проект, что просто мы там закончили, там, грубо говоря, работу, и тут бах, мы решили часочек поработать, и как бы, ну, там, в кайф. Все-таки это сложный проект, и мы там были, грубо говоря, уставшие вечером, и стали пенить. И запенили, мы предполагали то, что фасад может немножко раздуть. Ну, железный там, все такое. Но мы все равно почему-то напенили большой слой сразу. То есть мы напенили много, и у нас немножко фасад выдавило. Причем вот эти косячки, про которые я говорил. Видите, что произошло? То есть кровельный герметик, он всегда мягкий. Вот. И получается, что когда мы напенили, то есть вот эту всю плоскость, чувствуете, сколько много там стало? У нас излишки полностью выдавило от жары. Ну, мы еще, наверное, потом пройдем. Это такие нюансы в нашей работе, которые неизбежны, мы их не могли прочесть, не могли заранее предусмотреть. И, то есть, у нас получилось небольшое такое, ну, скажем так, небольшой такой блок-хаус. Я думаю, видно, да? Да. Ну, когда мы переходим, смотрим издали, то этого уже нету. И, на самом деле, человек несведущий никогда в жизни этого не заметит. Ну, в целом, придется уже с этим жить. Ну, не могу сказать, что это супер критично, но тем не менее. Кто до сих пор не умеет правильно снимать баллоны с пенного пистолета, объясняю, как это делать. Баллон закончился, выдули, остались там остатки. Переворачиваем баллон, пистолет. Нажимаем на клапан. Давление сбрасывается. Откручиваем баллон. Но самое главное, что произошло. После того, когда все это высохло, ну, кстати, там есть моменты, то есть не мочили поверхность, не мочили, просто напыляли издалека. Честно сказать, особой разницы мы не заметили. Вот, поэтому мы не смачиваем поверхность, мы просто напыляем. Вода на основу и вода сверху. Без воды на основе и сверху. Без воды вообще. То есть ты можешь вот прям раз, посмотреть, раз тест посмотреть. И здесь посмотреть. Я разницы вообще. Я тоже разницы не заметил. Вот. Даже вот это, мне кажется, лучше от гезия, чем вот это. Смотри, когда с водой она собралась. Вот, полностью. А без воды, и, кстати, не пупырышек особо и нету. И здесь то же самое. Воздух, воздушный посуд. Вот. От гезия здесь намного лучше. По поводу того, что очень сложно срезать пену между профилями, потому что у нас получается что? У нас получается у самого сайдинга, у него есть такая структура, за которую зацепляется пена. Затем у нас идет всевозможные силовые элементы самого каркаса, кресты, держатели для того же самого сайдинга в виде 20 на 20 трубы. Затем идут подвесы и 60 на 27 идет каркас стен. Там очень сильно все переплетено. Плюс мы туда кинули еще провода, и, соответственно, там огромное количество всевозможных элементов в теле нашего, так сказать, сэндвич-пирога, который мы хотели сделать. И когда мы все запенили, мы взяли просто один кусочек пены и попытались его на растяжение порвать. И то есть даже там 3-4 сантиметра этой пены крайне сложно порвать. Ну как крайне сложно? То есть нужно уложить, нужно приложить, я думаю, там кинетической энергии, там килограмм, наверное, 20, чтобы разорвать. А в нашем случае это 11 сантиметров, плюс не просто 11 сантиметров, а 11 сантиметров переплетенных полностью между собой всевозможными связями. Соответственно, мы получили такой... Скажем так, мы как будто бы сделали опалубку для бетона. Я считаю, что это очень сильно увеличило жесткость нашего дома. Так, меня зовут Евгений. У меня рваная спецовка. Я буду заниматься частично монтажом инженерки. Пока вот так. Давай вот это вот все мы вырезаем, да, теперь поехали. Установку инсталляции ТЦ. Так вышло, что мы ставим ее без профиля на основание, которое есть. Мы сделаем небольшой отступ здесь сверху, да, на 2 слоя фанеры, чтобы все-таки чуть шире было пятно контакта инсталляции к основанию. Инсталляция у нас сразу же заходит в Сололифт. Это у нас Grundfos CVC3 Сололифт 2. Вот такое у него название.
Вот, то есть он идеально, он прям разработан для установки вот в такой вот паре, вот в такой связке, да, то есть сразу за инсталляцией. Он дает толщину, то есть он специально такой толщины, и у него торцевая подача, да, то есть от инсталляции, что вот, ну, он практически никак не влияет на ширину стенки самой инсталляции. То есть столько, сколько мы и так бы забрали для инсталляции, да, там прибавьте сантиметр-два, и у вас уже поместится здесь сололифт. Значит, как обычно все это устроено. Для нашего проекта «Заварить дома» это вообще мега удобное приспособление. Значит, у него подача основной от инсталляции 110 трубы, то есть видите, у нас здесь переходник стандартный все равно стоит. Вот. Также здесь возможна установка 50-х, 32-х, 40-х труб сверху и с двух низов. Прикол в том, что ввод канализации у него практически на самом дне очень прикольно сделано. Значит, как это изначально сделано? Тут стоит заглушки снизу, 2 штуки. Вот видите, они изначально идут с таким пластиком. Пластиковой заглушкой. Ножом мы вырезаем, пофиг как. А дальше, чтобы у нас было ровненько, чтобы никакие волосы, никакая зараза не цеплялась за него, да, обязательно градоснимателем проходимся, чтобы была идеально гладкая поверхность, чтобы здесь никаких наростов у нас больше не было. Вот, это важная история. Все четенько, весь град у нас, а тут внутри идеально. Сейчас мы их ни в коем случае не выбрасывать. То есть это не переходник. Мы не берем, не выбрасываем ее и ставим что-то другое. То есть они обязательно должны стоять. Это обратные клапана. И тоже важный момент. То есть мы не можем обратный клапан поставить вот так. Он просто работать не будет. Вот. Там у Grundfos защита от дурака есть, да, то есть мы не можем его в любом положении поставить. Они локовые. То есть поставил, чуть-чуть провернул, все, он свое положение занял. И это нельзя забыть. Дальше. У нас здесь обязательно должно быть разрежение воздуха. Здесь стоит угольный фильтр, ну, типа угольный. По факту, как бы вот такая вот штучка. Вот. Но у них еще предусмотрен вариант, когда мы, видите, вот в заглушке вырезаем дырочку, также снимаем град, и отсюда 20-й трубой можем вывести за вообще дом, чтобы вся эта история уходила куда угодно, главное не к нам. Вот. И здесь мы это будем делать, чтобы беспрепятственное попадание воздуха у нас было в него, да, чтобы никак гидрозатворы не срывались, мало ли что. Вот. Но еще все равно на всякий случай, там, где у нас стиральная машина, все равно мы поставим клапан, чтобы впускал воздух в систему, да, чтобы там, типа, когда много будет сливать, там, сушильная машина, сушилка много не сливает, а вот стиралка, когда будет сливать воду, да, чтобы там в ванной ничего не пересохло. Вот, ну, я, конечно, считаю, что это, ну, даже будет излишне, но дуем на воду, у нас должно быть все четко, супер четко. Следующий момент, как мы его просто будем монтировать. У нас здесь, вот видите, он пока стоит на полу, и он достаточно сильно шуметь будет. Там двигатель работает, очень крутые ножи, вот, но они шумят. Мы его полностью будем шумоизолировать и не будем делать развязку ни с какой поверхностью. То есть стандартное крепление мы использовать не будем. Мы сделаем для него постель из, там, ну, сейчас посмотрим, уголков, фанеры, что-нибудь такое. И через звукоизоляцию автомобильную будем его устанавливать, чтобы он не имел никакой жесткой развязки с стенами, с потолком, с чем угодно. То есть он должен быть полностью в подвешенном состоянии. Максимум, что он будет, это через эту резиновую манжету, он будет вот здесь привязан к инсталляции, но это уже, ну, это не считается. Считайте, здесь виброзащита стоит. Значит так, важный момент, да, допустим, вот я его монтирую вот в этом положении, да, но у нас по проекту его обслуживание будет производиться через кухонный шкаф. Вот, поэтому хомут, допустим, да, я устанавливаю вот таким образом. То есть он смотрит туда, чтобы в будущем его можно было открутить оттуда. Ну, важный момент, да, то есть сейчас мне было бы удобнее его здесь закручивать, да, но как бы потом при обслуживании, когда вы открываете шкаф, да, у вас хомут с этой стороны, иди попробуй его открути. Поэтому как бы такие моменты тоже важно учесть заранее. Так, дальше важный момент. Сейчас у нас происходит примерка. Вообще, в принципе, при монтаже труб лучше использовать какую-то смазку. Это специальная смазка для канализационных стыков. Но по сути можно купить в магазине любой спрей, силикон, смазку. То есть она не вредит резинкам, ее не обязательно стирать, смывать. Вот, то есть пшикнули, у вас гладенько все зашло. Особенно это важно на этапе юстировки. Да? То есть я сейчас примеряю, видите, у меня вот, допустим, вот в этом моменте, хоп, я чуть-чуть отодвигаю, и у меня свободно ходит. Вот, то же самое вот здесь. Я могу двигать, у меня все хорошо. Здесь резинкам сейчас никакого повреждения не наносится.
Если нет возможности купить смазку, спрей, хотя бы мыло разведите, пощадите, потом это вам же будет... А? Не плюйте. Не плюйте. Да слюны не хватит 110-ю трубу собирать, если плевать на нее. Вот, ну, конечно, я не знаю ваши способности, может, вам и хватит. Короче, хотя бы для юстировки. Эту можно и оставить, но мы подсотрем, то есть как бы ходить туда-сюда она свободно будет, но просто так уже не выскочит никогда. Вот, и можем собирать, разбирать, ничего резинками не будет. Ну, как бы все знают, да, типа 110-ю там, ну, любую канашку ты берешь, один раз вставил и на сухую начинаешь вытаскивать, черный след от резинки остается на ответной части трубы. Вот, это значит, что какую-то часть уже уплотнения она потеряла. Сантехники используют 2,45 максимально везде, где это возможно. Объясняю. У вас есть какой-то уклон, да, и вся грязь, которая скатывается по трубе, она набирает какую-то скорость. И если, допустим, здесь 90-градусный угол, да, как здесь, то есть скорость какая-то есть, она втыкается в этот 90-градусный узел, всю свою инерцию она, получается, рассеивает. И потом заново начинает набирать эту скорость. Если мы делаем 2,45, то, получается, у нас создается контур-уклон. Как там при велосипедных или мотогонках, вы, может, видели, там обязательно есть такая насыпь, куда, то есть, ну, центробежная сила выносит спортсменов. Здесь тот же самый принцип. Когда у нас 2,45, вся инерция, вся скорость, которая набрала вот вода, она не задерживается, она просто как по контуру уклона уходит дальше. И мы не теряем скорость воды, что очень важно. Вот, также мы будем обязательно выдерживать уклон 2 сантиметра на метр. Почему, типа, и даже если есть возможность, почему нельзя делать больше? Здесь очень важный момент. Больше нельзя делать, потому что, допустим, идет у вас вода вместе с грязью. Грязь останется, а вода уйдет, если слишком большой уклон. Вот. И со временем она начнет налипать, засыхать, и вы не сможете, начнется образовываться затор, от которого потом бывает очень сложно избавиться. Вот, поэтому для этого обязательно надо соблюдать уклон, он не просто так придуман. Следующий момент. Если мы делаем какую-то многоразовую историю, то видите, у нас хомут. Это даже хороший хомут. Здесь есть крестовая отвертка, и все знают, что со временем они слизываются. Чтобы этого не происходило, проще взять головку. В данном случае у нас 7-я головка. Вот, и она идеально справляется с этой работой. Это лучше всего. Чтобы не мучить крепление хомута, просто вот головкой. Способ крепления мы выбрали такой. Мы напилили вот таких вот плашек, они сантиметровые у нас. Вот, и к ним будем прикручивать вот такие вот хомуты. Вот. Так как сейчас у нас контейнер стоит полностью в плоскости, да, то есть только в этом случае я могу опираться сейчас от пола. То есть смотреть, какой уклон у нас конкретно вот прямо от пола. Потому что в любом месте мы ставим уровень, да, и мы видим, что у нас уровень. Не про сантехнику, пацаны, если нужен лайфхак, если джинсы спадают, оп, за это закрепил стяжечкой, оп, подрегулировал. 2 лямочки, оп, оттянул, оп, как надо настроил, ножичком обрезал. Четко. Значит, угол у нас, видите, потихонечку формируется. Так как у нас все в плоскости, мы можем взять просто специализированные уровни там, с правильным количеством рисок. Вот, и ставить, и уже видеть, что, допустим, у меня вся труба касается второй риски. Это значит третий. Это значит, что все сделано как надо. То есть, если касается везде третьей риски, мы можем взять, промерить везде, и что у нас будет как раз четкий угол в 2 сантиметра на метр. Это очень хорошо. Здесь у нас вот это получается выход на раковину, это выход на душевой трап. Это дальше у нас пошла труба, у нас будет слив бойлера, стиральная машина и сушильная машина. Мы продолжаем. Покрепили, оно все никуда не денется отсюда. Вот, тем более, что здесь потом эта часть будет заливаться строительного исполнения трапа, насколько я понял.
Вот, получается, канализацию, инсталляции подключили. Вот здесь у нас все. Дальше по трапам пошел на ванну. На стиральную машину и слив бойлера с 40 трубой. А до ванны у нас 50 доходит, как полагается. Здесь на раковину 40 труба выходит с сифонным раструбом, уголком точнее. Вот. И сегодняшний рабочий день, наверное, все. Хочу сказать огромное спасибо комментариям к нашему прошлому видео «Ответы на вопросы». Нам очень сильно понравилось. Большое спасибо всем, кто нам писал. Это было действительно приятно читать. У этого видео мало просмотров, но смотрят те люди, которым это действительно интересно. Поэтому хочу сразу сказать, что мы читаем все комментарии, пишите свои комментарии. Кому интересно то, чем мы занимаемся, поставьте колокольчики, подпишитесь на канал. Не забываем, у нас еще есть Инстаграм. Ну и на этом первая часть инженерных работ в нашем контейнере окончена. Все знают, что нужно поставить лайк, подписаться на канал и так далее. До новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока. Да, большую такую бороду, что я не брился и не мылся. И мне 24, я не женат. Это пиздец.